Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим два узора. Это у нас кайма изделие, а это узор. Туника получается очень эффектная. Рисунки здесь, узоры очень легкие. Для начала этого вязания мы наберем 14 воздушных петель для образца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Теперь берем и провязываем ряд столбиками без накида в каждую петлю. Это у нас начало вязания всех деталей. Кайма. В каждую петельку столбик без накида. Провязала я столбики без накида. 2 воздушные петли. Переворачиваем работу и провязываем ряд петлю столбики с накидом. У нас должно получиться 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и в последнюю петлю 14. Второй ряд связан. 2 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик не трогаем, второй столбик не трогаем. Заходим в третий и вывязываем столбик с накидом 1. 2 воздушные петли. Заходим в эту арочку и провязываем 3 столбика с накидом под столбик с накидом, который мы только что провязали. Он у нас получается немного в бок. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, заходим в арочку и вывязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. У нас еще один элемент получился. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, заходим под арочку и вывязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. У нас получился еще один элемент. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, заходим под арочку и вывязываем под столбик 3 столбика с накидом. По схеме у нас должно получиться 4 элемента. Получилось. Пропускаем 1 столбик внизу, заходим во вторую петлю подъема и вывязываем 1 столбик с накидом.
второй ряд связан. 2 воздушные, это у нас третий ряд, 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, набираем еще одну воздушную петлю. Теперь во вторую петлю подъема убираем эти 3 столбика, во вторую петлю подъема вот сюда мы вывязываем столбик без накида 1, 2 воздушные петли, заходим в следующий элемент, во вторую петлю подъема вывязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, заходим в следующий элемент, во вторую петлю подъема и вывязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, входим во вторую петлю подъема элемента и вывязываем столбик без накида. Одна воздушная. И в конце ряда у нас во вторую петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Четвертый ряд связан. Одна воздушная петля подъема. Переворачиваем работу. Заходим в столбик, только что мы который провязали с накидом, и вывязываем столбик без накида. Заходим под арочку, столбик без накида. Столбик без накида предыдущего ряда, еще один столбик без накида. В арочку 2 столбика без накида, 1, 2. Столбик без накида предыдущего ряда, столбик без накида. В арочку 2 столбика без накида. Столбик без накида предыдущего ряда, столбик без накида. В арочку 2 столбика без накида. Столбик без накида предыдущего ряда, столбик без накида. В арочку 1 столбик без накида. И во вторую петлю подъема мы вывязываем столбик без накида. Пятый ряд связан. 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, и теперь нам надо связать ряд столбиками с накидом. Мы заходим во вторую петлю, первую мы не троим, и ввязываем в каждую петлю столбик с накидом. Мы помним, что у нас должно быть 14 столбиков в каждую петлю. Довязали до конца. Один столбик, второй и последний. Шестой ряд связан. Одна воздушная петля подъема. Переворачиваем работу и вывязываем в каждую петлю столбик без накида. Тем самым мы связали несложный рисунок каймы для низа половинок переда и зада и рукава. Так у нас будет начинаться каждая деталь этой модели. Далее заходим в последнюю петлю, во вторую петлю подъема вывязываем столбик. Седьмой ряд связан. Теперь смотрите, это у нас декоративная часть этой модели, да? Далее мы набираем 2 воздушные петли, переворачиваем работу, заходим в первый и вывязываем столбик с накидом.
1 воздушная петля, пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующую и вязаем 2 столбика с накидом в каждую петлю. 1 воздушная, пропускаем 1 петлю, заходим в следующую и вывязываем 2 столбика с накидом. 1 воздушная, 1 петлю пропускаем, заходим в следующую и вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 1 петлю пропускаем и вывязываем 2 столбика с накидом. Мы связали первый ряд основного узора. 1 воздушная петля, переворачиваем работу и вывязываем ряд столбиками без накида. У нас получается столбик в столбик мы вяжем в петлю, заходим в точку, столбик без накида. Далее столбик в столбик мы вывязываем столбик без накида, в арочку столбик без накида, в столбике с накидом предыдущего ряда мы вывязываем столбики без накида. Теперь мы заходим под арочку, столбик без накида, столбик в столбик, столбики без накида, в арочку заходим, столбик без накида, входим в столбик и в третью петлю подъема вывязываем столбик без накида. Второй ряд основного узора связан. 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И теперь здесь потеряться не трудно. Над каждым столбиком предыдущего ряда мы вывязываем точно такой же столбик. 1 петлю пропустили, заходим во вторую и в третью и вывязываем столбики с накидом. 1 воздушная. Далее заходим в следующий столбик с накидом предыдущего ряда и вывязываем 2 столбика. Столбик, столбик. 1 воздушная. Пропускаем 1 петлю, заходим в следующую, столбик с накидом. 1, 2. 1 воздушная. И в конце ряда столбик, столбик, а второй столбик во вторую петлю подъема. Обязательно в конце ряда в петлю подъема, для того, чтобы у нас был ровный край. Мы связали третий ряд основного узора. 1 воздушная петля подъема, и мы повторяем второй ряд. Заходим в каждую петлю и вывязываем столбики без накида. Над столбиком провязываем 1 столбик без накида. Над столбиками столбики без накида, в арочку столбик без накида, над столбиками столбик без накида, в арочку столбик без накида, над столбиками с накидом предыдущего ряда мы вывязываем столбики без накида, в арочку столбик без накида, над столбиком с накидом предыдущего ряда вывязываем столбик без накида и во вторую петлю подъема еще 1 столбик без накида. 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и вяжем первый ряд. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ничего сложного здесь нет. Очень просто и красиво. Туника будет очень красивая. Фотография, описание, схема этой модели будет находиться в сообществе
Вкладка находится на главной странице моего канала «Сообщество» и в группах в Одноклассниках и ВКонтакте.